Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сегодня у нас новый урок, и мы продолжаем тему о глаголах. Сегодня у нас будет новый глагол, и это будет особый глагол, с которым вы уже определенно встречались. Итак, сначала начнем с упражнений. Давайте переведем. Давайте представим, что мы на что-то указываем пальцем. Мы хотим сказать, это больше, чем это. Как вы скажете на арабском? هذا أكبر من هذا. هذا أكبر من هذا. Дальше. Она младше, чем Фатима. Она младше, чем Фатима. На арабском. هي أصغر من فاطمة. هي أصغر من فاطمة. Где больница? Больница перед школой. نترجم. Переводим. أين المستشفى؟ أين المستشفى؟ المستشفى أمام المدرسة. المستشفى أمام المدرسة. Отлично. Итак, сегодня мы будем говорить о глаголе «кяна». Спрягаем глагол в прошедшем времени. Итак, особое внимание уделяем этому глаголу. Мы должны его разобрать, изучить очень хорошо. Определенно, те, кто читают Коран, вы не раз встречались с этим глаголом. Итак, давайте начнем с первого лица. «Эна». «Эна». Во-первых, как переводится глагол «кяна»? «Кяна» переводится «быть». «Быть». «Эна кунту». «Эна кунту». «Я был». «Я была». Например, مثلا كنت في مصر. كنت في مصر. Я была в Египте. Или я был в Египте. كنت في مصر. Первое у нас أنا كنت. Дальше أنت. Второе лицо. أنت. أنت كنت. أنت كنت. مثلا كنت معه. كنت معه. كنت ты был. مع предлог с вместе. Ху слитное местоимение, которое мы использовали в значении его. Когда мы используем его с предлогом ма, маху, оно уже имеет значение с ним. Маху с ним. Кунта маху, ты был с ним. Анти, анти, кунти. هل كنت مع والدتي؟ هل كنت مع والدتي؟ Еще раз. هل كنت مع والدتي? Ты была с моей мамой? هو. هو كان. Простое предложение. ما كان في المدرسة. ما كان في المدرسة. Он не был в школе. Далее. هي. هي كانت. هي كانت. جدتي كانت جميلة. جدتي كانت جميلة. Моя бабушка была красивая. Моя бабушка была красивой. نحن. نحن. Здесь у нас произошло так, что буква нун у нас удвоилась. Кунна в спряжении. نحن كنا. نحن كنا.
كنا في البيت اليوم. كنا في البيت اليوم. Сегодня мы были дома. Сегодня мы были дома. كنا في البيت اليوم. Или можно сказать اليوم كنا في البيت. أنتما, вы вдвоем. أنتما كنتما. هل كنتما في دبي؟ هل كنتما في دبي؟ Вы были в Дубае? هل كنتما في دبي? Напоминаю, что здесь мы говорим о вы вдвоем, да? هل كنتما في دبي? Дальше. هما, они, двое. كان и هما كانتا. هما كانا في المدرسة. هما كانتا في المدرسة. Они были в школе. Они двое. Дальше. أنتم. أنتم كنتم. أنتم вы. أنتم كنتم. هل كنتم في المستشفى؟ هل كنتم في المستشفى؟ Вы были в больнице? هل كنتم في المستشفى؟ أنتن كنتن. كنتن في السوق. كنتن في السوق. Вы были на базаре. Вы были на базаре. Дальше у нас هم, они. كانوا. كانوا. هم. هم كانوا مع المعلمة. هم كانوا مع المعلمة. Они были с учительницей или же вместе с учительницей. هم كانوا مع المعلمة. طيب. И последнее спряжение у нас это هن. هن они. هن كنا. هن كنا. كنا مع فاطمة في بيتها. كنا مع فاطمة في بيتها. تمام? Отлично. Итак, это глагол كان. Мы разобрали с вами глагол كان в прошедшем времени. Итак, что требуется от вас? Ну, во-первых, необходимо заучить спряжение данного глагола. Это первое и очень важное. Далее необходимо составить точно так же. Начните с простых предложений. Например, كانت فاطمة سعيدة. كانت فاطمة سعيدة. Фатима была счастливой. И составьте несколько предложений. С каждым спряжением у вас должно быть минимум по одному предложению. Чем больше вы будете разбирать, тем больше вы сможете закрепить данный глагол. Точно так же, у кого есть книги на арабском, а я думаю, они есть у многих, это может быть также и священный Коран, вы можете взять его и точно так же поискать этот глагол. И вы обязательно его найдете. Ну что ж, всем желаю хороших уроков, иншаллах, и саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.